Уверена, что всем цветоводам хочется любоваться цветением своих растений как можно раньше. Однако есть культуры, которые развиваются долго, и от появления их всходов до завязывания первых бутонов проходит несколько месяцев, у некоторых и более полугода. Поэтому эти цветы необходимо высевать на рассаду пораньше. Так что же стоит посеять в январе? Список таких растений очень большой. Подберите для себя лишь те, которые вам больше подходят, так как без наличия отапливаемой теплицы в домашних условиях вырастить все просто невозможно. Наверное, самый распространенный цветок, без которого не обходится ни один сезон, это петуния. Если с кустовыми сортами можно не спешить и приступать к их посеву в конце февраля, в марте, то ампельные сорта развиваются намного дольше. Соответственно, и сажать их следует раньше. К тому же их необходимо формировать, то есть несколько раз прищипнуть, что оттянет сроки цветения. Без формировки пышные, обильно цветущие кусты каскадных и ампельных сортов вы не вырастите. Это очень важная процедура. Чтобы получить цветение таких петуний как можно раньше, посевы проводят уже в декабре-январе. Однако хочу напомнить, что для нормального развития сеянцев, кроме поддержания необходимого температурного режима и влажности, крайне важно хорошее освещение. Не менее 12-14 часов в день. Если у вас нет подходящих условий, здоровую зимнюю рассаду вырастить не получится. На сегодня выведено огромное разнообразие ампельных сортов. Это потрясающей красоты растения, которые стоит иметь в своей коллекции. При правильной формировке куста и внесении удобрений петуния станет цвести очень обильно и долго. Если вы не хотите заморачиваться рассадой, мой вам совет. Просто купите укорененные черенки. Когда они подрастут, вы сможете их прищипнуть, что необходимо для образования боковых побегов. А вот эти веточки дополнительно укоренить. Черенкуется петуния без проблем. Это же относится и к лобелии. Этот неприхотливый цветок образует роскошный каскад из тонких стеблей и множество цветов белой, розовой, синей и прочей окраски. Лобелию, как и ампельную петунию, можно высевать на рассаду, а можно размножить методом черенкования. Если вы не сохранили с прошлого сезона свои маточные кустики, укорененные черенки можно приобрести через интернет. К таким культурам относятся и ампельная виола. Из ее кустиков получается красочное кашпо и всевозможные подвесные композиции. Виола отлично сочетается с другими цветами и довольно простая в уходе. К тому же многие знают ее как садовый низкорослый цветок, а о ее ампельных сортах даже не слышали. Вырастив каскадную виолу, например, в высоких вазонах или подвесных кашпо, вы удивите своих гостей и соседей, а также украсите свою территорию на долгие месяцы. Преобразить свой сад или придомовую территорию на все лето до осенних заморозков можно с помощью ампельной пеларгонии и вербены. А подчеркнуть красоту ярких цветов поможет такое декоративно-лиственное растение, как дихондра. У нее есть сорт с зеленой листвой, как, например, изумрудный водопад, и с серебристой окраской. Очень неприхотливая и эффектная культура, которую можно вырастить рассадой из семян и черенкованием. Семена высевают уже в январе. Если у вас обычные недрожжированные семена, перед посевом их лучше замочить на пару часов в растворе эпина или циркона. Обратите внимание на такой роскошный и совершенно неприхотливый цветок, как биденс или декоративная череда. Он украсит на все лето до стойких морозов своими яркими соцветиями и ажурной зеленью ваш сад, террасу или балкон. Цветок неприхотливый, стойкий и очень пышно цветет. Его не тревожат вредители и болезни. Биденс не трогают даже слизни. Если семена посеять в январе, подросшие сеянцы вы сможете прищипнуть и эти верхушки укоренить. Вегетативный биденс зацветает уже на стадии укорененного черенка, а вот сеянцы развиваются гораздо медленнее. Зимняя рассада может выглядеть чахлой и неказистой, но со временем из нее получатся пышные кусты с многочисленными соцветиями. Биденс лучше высаживать в большие контейнеры или в открытый грунт.
В один вазон умещают только одно растение. Это довольно крупная культура, которая любит объемные горшки. Более подробно узнать об этом цветке можно из моего видео, ссылку на которое я оставлю в описании под этим роликом. Удивить своих близких и соседей вы сможете таким необычным растением, как пентас. Его выращивают как комнатную культуру и в саду. На зиму горшки заносят в помещение. Растение очень красиво и долго цветет, наращивая яркие шапки из звездчатых цветов. За необычную красоту пентас прозвали египетской звездой. Но чтобы увидеть его летнее цветение, посев проводят уже в зимнее время. Еще проще размножить пентас черенкованием. Хочу отметить, что есть культуры, которым необходима стратификация, то есть предпосевная обработка семян холодом. К таким растениям относится Вероника колосковая. Ее посевной материал выдерживает не менее месяца на нижней полке холодильника. Процесс должен проходить во влажных условиях при температуре плюс 2-4 градуса. Семена можно стратифицировать как до высева в грунт и непосредственно уже посеянными в землю, в неглубокие емкости. Стратификацию лучше проводить с конца января в начале февраля, чтобы в марте ваши сеянцы уже развивались в комнатных или тепличных условиях, то есть в тепле и на хорошем освещении. Конечно, гораздо проще посеять Веронику сразу в открытый грунт в конце осени. Но если у вас мало семян, лучше не экспериментировать и заняться выращиванием рассады. Стратификация также необходима дельфиниуму и лаванде. Эти многолетние растения очень красивые и невероятно украшают сад своим видом. Поэтому об их посеве также стоит заранее позаботиться и обработать холодом семена. Кстати, свою выращенную из семян лаванду в будущем вы также сможете дополнительно размножить черенкованием. Взрослые растения еще размножают делением и укоренением веток. Кусты наполовину засыпают рыхлой землей с песком. Через несколько месяцев присыпанные веточки дадут свои корешки, и их можно будет отсадить на постоянное место. Отделять и пересаживать лаванду лучше весной или в первой половине осени, когда нет жары. Если вы хотите увидеть цветение примул уже в текущем сезоне, о ее посеве стоит позаботиться зимой. У этого цветка есть множество декоративных видов и сортов. Есть также махровые примулы, которые с каждым годом стремительно набирают свою популярность. Но и самые обычные садовые примулы способны преобразить любой сад. Вырастить кустики из семян непросто. Кстати, семенам также важна стратификация. Зимним сеянцам потребуется поддерживать световой и температурный режим. Занятие хлопотное, но весьма увлекательное. К тому же готовые покупные растения обойдутся вам намного дороже семян. Довольно медленно развиваются сеянцы африканской ромашки или газании. Ее семена высевают уже в конце января. В этом случае рассада до высадки в открытый грунт успеет хорошо развиться и нарастить свою листовую массу. Соответственно, и зацветут такие кустики раньше. Конечно, сроки цветения каждый должен определять в зависимости от своих климатических условий и потребностей. Например, многие высевают цветы уже в конце осени и в начале зимы, чтобы потом с подросшей рассады дополнительно снять черенки. Но опять же, осенне-зимним всходам и черенкам потребуется хорошее освещение. Если просто поставить растение на подоконник, ничего хорошего из этого не получится. Побеги вытянутся, ослабнут и, скорее всего, со временем погибнут. А если и выживут, то эффектного цветения ждать от них не стоит. Так что заранее подготовьте все необходимые условия для посева и черенкования. Я желаю вам удачного размножения в цветоводстве, обильного цветения, а возможно и продаж уже своих выращенных растений. И помните, что самое ценное – это ваш личный опыт, через который надо пройти. Обязательно делитесь своими знаниями и советами в комментариях. Не забывайте также подписываться на наш канал. Нажав на функцию колокольчик, вам всегда вовремя будет приходить уведомление о выходе новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.